Детеныш шимпанзе не мог есть, и тогда его отец сделал нечто неожиданное. Дорогие зрители, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам правда интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра. Топаз — крупный самец шимпанзе. Заметил опухоль не сразу, потому что сначала это выглядело как странное, неловкое движение рта, будто его малыш пытался сосать воздух, не находя привычной опоры, но уже через некоторое время стало ясно, что дело не в усталости и не в капризе. Верхняя губа начала раздуваться, становясь тяжелой, горячей, неестественно плотной. Кожа на ней натянулась и заблестела. Топаз понял, что это укус какого-то насекомого, маленького и почти незаметного, но ядовитого, потому что изменения происходили слишком быстро и слишком опасно. Яд проникал в тело детеныша с каждым часом все глубже, и сначала малыш просто перестал есть, отворачивался от пищи, которая раньше вызывала радостное возбуждение, затем его пальцы начали дрожать, хватка ослабла, движения стали неточными и замедленными, дыхание сделалось коротким и сбивчивым, а глаза постепенно теряли блеск, мутнели, словно в них гас свет. И тогда отец понял, что это не временная слабость и не случайная боль, а настоящая угроза жизни. Он носил детеныша на себе весь день, не позволяя ему слезть даже на мгновение, прижимал к груди, согревал своим телом, отгонял других, рычал и демонстрировал зубы, если кто-то подходил слишком близко, и снова облизывал опухшую губу, надеясь, что тепло тела, запах прикосновения смогут остановить боль и яд, но губа не уменьшалась. Наоборот, она темнела, наливалась, становилась все более болезненной. А малыш начал тихо стонать. Так слабо, что этот звук почти растворялся в окружающем шуме. Но именно эта тишина между стонами пугала больше всего, потому что так звучит существо, у которого уже не хватает сил звать на помощь. К вечеру детеныш стал вялым, его тело обмякало, голова безвольно ложилась на плечо отца. Он больше не цеплялся за шерсть, не реагировал на привычные прикосновения. И ночь принесла с собой ухудшение. Дыхание стало неровным, сбивчивым. Между вдохами возникали длинные промежутки, от которых внутри все сжималось. Отец не спал. Он сидел, раскачиваясь, прижимая малыша к себе, прислушивался к каждому движению грудной клетки, считал вдохи, не позволяя себе отвлечься ни на секунду, и страх становился все более плотным и липким, возвращая память о тех, кого он уже терял. И тогда Топаз понял, что если останется здесь, утро может не наступить для его ребенка. Люди были рядом давно, он знал их шаги, их голоса, их запахи, знал странные предметы, которые они приносили с собой, и видел раньше, как после их вмешательства боль иногда исчезала, и тела снова начинали двигаться. Поэтому на рассвете он сделал выбор. Тяжелый, противоестественный, но единственно возможный. Он подошел к людям медленно, без угрозы, подавляя напряжение и страх, держа детеныша так, чтобы опухшая губа была сразу заметна, чтобы не пришлось объяснять слишком долго, и его руки начали двигаться. Сначала осторожно, затем все быстрее и резче. Ребенок, боль, плохо, очень плохо, помощь. Он повторял это снова и снова, сбиваясь, начиная заново, пока плечи не начали дрожать, а дыхание не сорвалось от напряжения. Люди замолчали, один из них опустился на колени, другой говорил тихо и ровно, словно боялся разрушить что-то хрупкое. Они долго смотрели, оценивая ситуацию, понимая, что любое резкое движение может закончиться трагедией. Но время шло, губа у малыша темнела, дыхание становилось все слабее, и тогда они решились. Они надели перчатки, подготовили инструменты, осторожно приняли детеныша на руки, и в этот момент малыш слабо пискнул,
отчего отец дернулся вперед, готовый немедленно забрать его обратно, но люди остановили его жестом, показывая, что помогут. Детеныша уложили на землю, осмотрели рот, аккуратно раздвинули губы, нашли место укуса, очистили кожу, осторожно выдавили часть яда, обработали место раствором с резким, непривычным запахом. Опухоль на мгновение побледнела, затем снова налилась, и люди обменялись тревожными взглядами. Последовал первый укол, игла была тонкой, движение почти незаметным. Они внимательно следили за дыханием, цветом кожи, реакцией тела. Затем сделали второй укол, чтобы остановить отек, но улучшение не наступало сразу. А через некоторое время малыш вдруг обмяк. Его грудь почти перестала подниматься, и в этот момент люди замерли, быстро проверили пульс, поднесли кислородную трубку, начали мягко стимулировать дыхание. Секунды растянулись до бесконечности, отец стоял, не двигаясь, с напряженными до боли мышцами, и только потом грудь снова поднялась. Сначала слабо, затем еще раз. Дыхание вернулось. Неровное, но живое. Детеныша не отдали сразу, его оставили под наблюдением, давали жидкую питательную смесь капля за каплей, терпеливо, не торопясь, иногда он глотал сам, иногда жидкость стекала по губе. Опухоль начала медленно спадать, затем снова увеличилась, температура поднялась, люди снова вмешались, добавили лекарства, охлаждали тело, ждали. И был момент, когда казалось, что все повторится сначала, но постепенно дыхание выровнялось, губа стала мягче, цвет кожи изменился, малыш слабо сжал пальцы почти незаметно, но отец это увидел. Часы тянулись медленно, люди не отходили, проверяли состояние снова и снова, и только к вечеру стало ясно, что яд отступает, что опасность больше не растет. Детенышу дали отдохнуть, его дыхание стало глубоким и спокойным, и, когда его, наконец, вернули отцу, он был слаб, но жив. Отец прижал его к себе, медленно раскачиваясь, боясь двигаться слишком резко, боясь нарушить то, что удалось сохранить ценой страха и доверия. Он не знал слов благодарности, не понимал человеческих правил, он просто доверил им самое важное в своей жизни, потому что иногда спасение — это не сила и не борьба, а шаг навстречу, сделанный в отчаянии. И в тот день любовь оказалась сильнее яда, а просьба о помощи сильнее границы между мирами. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.